Привет, мои дорогие друзья! Я утверждал и утверждаю, в первые дни российского вторжения людей убивали десятками. Причем эту информацию подтверждают даже самые, как говорится, упоротые патриоты, но они в основном рассказывают про убийство людей теробороны, которые, не без царя в голове было им роздано оружие, и они на блокпостах начали людей откровенно стрелять. Об этом сообщают о том, что убито было несколько спецслужбовцев, которые находились на заданиях, но их убивали. Также на Нерве убивали. Вы помните, была расстреляна целая семья в центре Киева. Правда, западная пресса позже рассказала о том, что это были они убиты российскими диверсантами в центре Киева и так далее. И произошло несколько убийств, то есть людей вывозили в лес прямо под Киевом. И людей забивали прямо в здании Службы безопасности Украины на Владимирской. Но тот человек, о котором я сейчас расскажу, он был убит по другому адресу. В принципе, чуть позже я в своем телеграме дам полный расклад даже по исполнителям. Но сейчас я просто вынужден вам рассказать об этой истории, оживить ее в памяти. В начале марта происходят переговоры украинской делегации, собственно, с российской делегацией. И в этих переговорах участвует некто Киреев, Денис Киреев. Я не буду рассказывать о его долгом пути, откуда он вообще появился, но многие тогда удивились. Или не многие, но те, кто обратили внимание, удивились. Фишка в том, что этот Киреев никогда не имел отношения ни к чему, с чем могли бы быть связаны переговоры. То есть он постоянно проходил по финансовой части, он в Вене какой-то там возглавлял, что-то там возглавлял, потом был в Украине, работал с братьями Клюевыми, они сейчас находятся в Российской Федерации и говорят, что Российская Федерация, власть Российской Федерации по мудрости своей даже решила их вместе с Мураевым назначить в свое время, после того, как Украина будет взята под контроль, назначить их на какие-то руководящие должности. Он под ними работал, но это было давно. Короче, этот человек вдруг оказывается в переговорной группе. Потом его убивают. Причем об этом начинают сообщать какие-то источники, такие, типа блогеров. Киреева убили, Дубинский, депутат от «Слуги народа», сообщает о том, что он убит. И при этом удивляется, как он вообще туда попал, в эту делегацию. Украинская правда выдает великолепный, я считаю, материал, в котором рассказывает, что во время задержания он убит. И сообщает, что он уже покойник, прямая речь. При задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене. Он уже покойник. Прямая речь. Он был агентом. Сами знаете, за что убивают агентов. Мы, наверное, не знаем, потому что, во-первых, убивать людей нельзя, ибо за это предусмотрена статья в Уголовном кодексе «Предумышленное убийство». Во-вторых, Украина, как и ряд других цивилизованных стран, присоединилась к запрету смертной казни или к мораторию на смертную казнь, и поэтому осуществлять ее руками СБУ просто нельзя. Но в начале марта, и вообще в марте и в феврале 2022 можно было все. Как мне сообщают, Служба безопасности Украины выискивала людей, которые, где-то кто-то с кем-то имеет конфликт какой-то, где-то кто-то с кем-то давние враги. Они находили этих людей и под любым предлогом их просто убивали. Или забивали, или застреливали, как застрелили Дениса Киреева. Дениса Киреева именно застрелили. Застрелили в затылок и бросили труп прямо в центре города, как мешок с мусором. Предварительно его избивали и пытали на протяжении порядка 90 минут. Внезапно, в тот же день, Главное управление разведки официально подтверждает гибель своего разведчика во время исполнения спецзадания и называет Киреева. Сообщает также, что вместе с Киреевым погибли еще как минимум 2 человека, то есть 3 сотрудника Главного управления разведки были убиты. Я вам сообщу следующее, что остальные были убиты также сотрудниками Службы безопасности Украины, потому что попали под горячую руку. Вполне возможно, потому что Киреев, к нему питал особые чувства некто Поклад. Поклад — это убийца, просто настоящий маньяк-убийца, ему нравится убивать, пытать людей. Он любит людей душить, к слову. И у него был давний застоявшийся конфликт с Киреевым. Он его просто убил. Но самое интересное, что на встречу, на стрелку, в центр города, прямо на Софийскую площадь, приехал Киреев в сопровождении своей охраны.
Главного управления разведки. Потому что именно в сопровождении этой охраны Киреев много раз ездил к восточной границе, пересекал ее, отправлялся в Российскую Федерацию, там напитывался информацией. Мы знаем, от кого эта информация ему поступала. После этого передавал данную информацию в Киев. Он вращался в определенных кругах в России, слушал, разговаривал и потом все это сливал. Удивительно, но подконтрольный, по сути, офису президента ТСН сообщает, что предателя Киреева убили для того, чтобы скрыть какое-то еще преступление, а СБУ к этому не имеет никакого отношения. Это неправдивая информация о том, что СБУ убила Дениса Киреева. Про это сообщили ведущие 24 канала, также полностью подконтрольного офису президента. При этом Киреева хоронят с почестями, хоронят рядом с бывшим министром иностранных дел. То есть ГУР показывает, четко показывает, ведомство Буданова показывает, это наш человек. СБУ при этом, поняв, что ситуация выходит немножко из-под контроля, начинает через, опять-таки, совместно с офисом президента почему-то эту информацию скрывать. Ну, уже бы сообщили, да, случайно, при задержании, эксцесс исполнителя. Объясняю, какое было задержание. После того, как они приехали на Софиевскую площадь, подъехали СБУшники, тогда Киреев сказал охране не сопротивляться. И охрана, гуровская охрана, легла на землю. Тогда СБУшники затасовали его в микроавтобус и увезли. Через 1,5 часа сказали, труп валяется там-то, там-то. Когда приехали, то труп был обезображен и человек был убит. Вот так вот. Просто тупо казнили. Появляется Арестович и выдает потрясающую историю о том, что на самом деле Киреев выхватывал оружие у службы безопасности Украины. Скорее всего, то самое оружие, которым его собирались казнить. И рассказывает, что в СБУ 3 тома информации на этого Киреева. Появилась публичная информация, что вот один из участников делегации с украинской стороны на первых переговорах, фамилия его Киреев, Денис, мы не знаем, кто это такой, что он там вообще делал, но это как бы украинской стороне видать, что он был убит сотрудником СБУ за предательство. Ну предатель, ну что ты хочешь, ну. Это была эксцесс исполнителя при попытке скрыться. Он пытался вырвать оружие у сотрудника СБУ и умудрился его вырвать, даже открыл огонь, 1 раз успел выстрелить, а дальше в борьбе погиб. Ну, такое бывает, да? А смотрите, но он реально в делегации был такой агент, и его изобличили и так далее? Вполне может быть, СБУ говорит, что так неофициально, что да. папка там сведений на него 3 тома. После этого другой представитель офиса президента, Михаил Подоляк, рассказывает, что на самом деле Киреев был связан с ГУР. Но он имел отношение к нашему ГУР Минобороны, а значит выполнял какую-то свою отдельную задачу, не связанную с работой переговорной группы. К переговорному процессу это не имеет отношения. ГУР сам сказал, что он выполнял специальную задачу. В то же время он сказал, что информацию о якобы убийстве Киреева распространяют пророссийские телеграм-каналы. Мы будем осуществлять следственные действия в отношениях тех, кто распространил данную информацию. На самом деле, скорее всего, его убили также российские шпионы. А как же быть с микроавтобусом СБУ, который его забрал и вывез? Кроме того, я должен заметить, за 2 дня до 24 февраля, то бишь 22 февраля, некая группа, которую СБУ использует как своих шестерок, это Неведомый патриот, это группа Корчинского, которые работают, по-моему, с несколькими уже, знаете, хорошие теля, как бы, и с Россией, и с Украиной. Они в центре Киева требовали посадить Киреева, тем самым демонстрируя то, что на самом деле у него есть конфликт с Покладом, с СБУ. Вот Киреева убивают, но внезапно представители офиса президента начинают городить какую-то ахинею. Что значит, погиб где-то, какая-то перестрелка. Что значит перестрелка? Он отстреливался? Нет, у него не было оружия. Они соврали. И врали целый год. ООН тогда призвали к расследованию этого убийства. Но, конечно же, на ООН все подзабили, а через год правда всплыла. Всплыла она благодаря, опять-таки, вопросам журналистов. Правда, я не знаю, это журналист латвийский, наверное. Ему это кажется, наверное, очень смешным. Он как-то задает вопрос, типа это очень смешно. И благодаря тому же Подоляку, у которого язык во рту не держится. И он за год уже забыл, что рассказывал год назад. Постарался арестовать
одного украинского члена вашей делегации. Притом его застрелили там. Что с этим стало? Нет, это совершенно не связано с попыткой коррумпировать, потому что это был не член делегации, официально 6 членов делегации, он к ним не имел отношения, ну, погибший. Okay. Он имел отношение к консультации, ну, то есть он, грубо говоря, по одному из направлений, по направлению, касающейся, собственно, военных столкновений как таковых, он консультировал в этом направлении, он не был членом делегации. А его убийство связано, он имел отношение к главному управлению разведки, а его убийство было связано с внутренним, ну, скажем так, это же первые дни войны были, и это было связано с тем, что в этот момент не было единой координации между силовыми структурами. И то есть там были определенные претензии, с одной стороны, к нему, да, а с другой стороны, не успели эти претензии урегулировать, скажем так, в диалоговом формате. Вот причина, это не связано с работой делегации и с переговорным процессом как таковым. Ну, значит, он агентом даже не являлся России. Он не являлся агентом России, Ой, безусловно. значит, вот такое хорошее. Смотрите, ну, просто не успели договориться. Хотели бы с ним поговорить, но как-то не успели и просто его убили. Да и все. А, убили? Да, убили. Но он не был шпионом, нет. А, ну тогда да ладно, да убили и убили, как говорится. А с другой стороны, не успели эти претензии урегулировать, скажем так, в диалоговом формате. Сдох Вадим, да и хрен с ним, как говорится. А теперь представьте, сколько людей, которые не успели договориться, с которыми не смогли решить путем диалога вопросы, а решили путем выстрела в затылок, было убито в первые дни войны. Это десятки людей. Когда-нибудь эти преступления станут достоянием общественности. Когда-нибудь, наконец-то, о них начнут рассказывать. Я уверен, когда-нибудь такое время придет. И тогда всем мразям, которые сегодня, улыбаясь, рассказывают про службу безопасности Украины, про Зеленского, про то, что надо вступление в ЕС и так далее, впрочем, им стыдно никогда не будет. У меня пока что все. Я в Телеграме уточню и расскажу вам, кто конкретно его убил, как это произошло, как его пытали, вполне возможно. Вот, и, конечно, расскажу, где это произошло, в каком здании. Должен заметить, забегая наперед, никто из убийц этого человека привлечен к ответственности не был и даже минимально не был наказан. Пока.